Так, дорогие люди, я думаю, что сегодня это будет последний ритуал, потому что я так уже чувствую, мои силы потихоньку меня покидают. Я прям на взводе сегодня. Аж, как я вам уже говорила, это от меня не зависит. Если мне дают эту норму выполнить, если мне сказано, что я должна вот ритуалы такой направленности отдать народу, я пока это не отдам, я выгляжу как мумия Тутанхамона. Сутками сижу дома, никуда не выхожу, работаю, работаю. Вы поверите, если я вам холодильник открою, там уже ничего не осталось, кроме макарон. Потому что я абсолютно из дома не выходила уже сколько дней. Правда, я больше питаюсь фруктами в такие дни. Я в такие дни мало ем. Когда ешь мало, у тебя прояснение разума, лучше работает мозг. От жирной пищи, вообще от множество еды притупляется вот эти вот состояния организма, то есть ты не творишь столько, ты устаешь, тебе хочется поспать, полежать. Когда человек очень сытый, он ничего делать не хочет. Он обычно делает, когда он в полуголодном состоянии или ест в основном как бы такую аскетичную пищу. Ну ладно, речь не о том, ничего страшного, сегодня выйду и куплю. Речь о том, что осталось очень мало, что я еще не успела вам отдать. Ну вот на днях отдам и отдохну. Итак, для интернет-продаж. А, Вы знаете, дорогие друзья, очень многие сейчас торгуют через интернет, потому что интернет все-таки очень удобная коммуникация сейчас в 21 веке. Если раньше надо было магазин открыть, там целая история, платить за место и прочее, сейчас можно открыть свой сайт и открыть интернет-магазин, то есть какой-нибудь склад арендовать, да и хоть в своей квартире, в какой-то комнате этот товар держать и ездить, продавать и так далее. Многие сейчас работают через интернет, и это правильно. Потому что множество людей все заказывают через интернет. Или получают через курьера, или заказывают, сами едут, забирают. Ну, как бы там ни было, это интернет. Даже вещи, даже одежду можно там купить. А, Многие оказывают определенные услуги через интернет. Ну, например, маникюр, педикюр, там, стрижки собак, кошек, шьют одежду или вышивают, или, ну, много различных, скажем, функций. Вот для интернет-продаж я хочу вам подарить такой ритуал. Хотя этот ритуал, если честно, подойдет и для продаж вообще. Для продаж, если вы там в какой-то точке работаете и прочее. Для этого тоже подойдет. Хочу вам посоветовать заодно дьявольскую монету и масонскую монету. Они очень сильно работают, и люди мне пишут, что иногда специально не читают, потому как столько людей звонят, что уже как бы и некуда деваться, хочется отдохнуть. Вот в этом случае слово клиент уместно, и слово клиент я буду произносить. Но это никак не относится к работам магии, понимаете? Это штучный товар или оптом, или в розницу пойдет. Это оказание услуг определенных. Вот к чему это подходит. Поэтому в этом ритуале, естественно, я буду произносить слово клиент, потому что здесь действительно клиенты, которые покупают или заказывают определенные услуги. Цветы, может быть, прическу, все что угодно. Это клиенты, это взаимоотношения клиента и продавца. Что для этого вам нужно? Для этого вам нужен красный мешок, сахар. Сейчас не буду просто вытаскивать. Уж извините, просто назову. Сахар, э, мак кондитерский и лавровый лист. Для начала на каждый этот ингредиент отдельно читайте и сыпите в мешок.
И в конце читайте над мешком то, что я скажу. Потом каждый день берете, не открывая мешок, вот так вот держите в руке, читайте то же самое, что здесь есть, точно так же, в такой же очередности, не открывая ничего. Каждый день у вас будут клиенты, покупатели, как хотите. Ваш товар разлетится просто, или ваши услуги будут пользоваться огромным спросом. Настолько, что вы просто устанете от звонков и заказов. Если сделаете, конечно, все как положено. Итак, берете мак, ну, в такой емкости. Над маком читайте 6 раз. Неважно, ваш муж продает, кстати говоря, если это магазин вашего мужа, может, у вас шашлычный есть, может, ваш муж там перевозками занимается, это не имеет значения. Читайте спокойно, это приходит в вашу семью. Поэтому сын, муж, дочь, кто бы ни занимался, если эти деньги приходят в ваш дом, если она не замужем, например, не живет отдельно, то это будет получаться. Еще есть платок купца, тоже люди хвалят. Этим платком, значит, читают и протирают тот товар, который хотят продать. И он продается. Может быть, вы сайты делаете, может быть, вы ну что угодно. Это есть товарообмен, то есть между клиентом и продавцом. И у вас будут покупать. Итак, сначала читайте отдельно, высыпайте туда, потом начитывайте над мешком, а потом просто каждый день берете этот мешок в руки, то же самое читайте, уже не высыпая ничего, прямо над мешком. И у вас постоянно будут клиенты. Когда уже этот мешок состарится, когда уже там все это будет уже как бы разбиваться, расхламиться все это, просто этот мешок выкидываете и читайте по новой. Новый мешок берете и новые вот по-новому это все делаете. Точно так же. 6 раз над маком. Как этот мак не сосчитать, так и клиентов моих не сосчитать. Мне от продаж моего товара деньгам счету не знать. Сколько мака в мешке, столько покупателей ко мне. Истинно так. Опять. 6 раз надо читать над маком. Как этот мак не сосчитать, так и клиентов моих не сосчитать. Мне от продаж моего товара деньгам счету не знать. Сколько мака в мешке, столько покупателей ко мне. Истинно так. Даже если вы официантом работаете, да, ну вот кем угодно, но если там купли-продажи или оказание услуг, оно сработает. Вот начитали 6 раз над маком, высыпали мак в мешок. Берете сахар, читайте над сахаром 6 раз. Сахар сладок, а клиент на мой товар падок. Как пчелы на сладкое слетаются, так и купцы на мой товар слетайтесь. Мой товар берите, а мне деньги несите. Истинно так. Опять. Сахар сладок, а клиент на мой товар падок. Как пчелы на сладкое слетаются, так и купцы на мой товар слетайтесь. Мой товар берите, а мне деньги несите. Истинно так. 6 раз начитали, высыпали в мешок вместе с, сверху этого мака. Такая практика испокон веков. Мешок все собирали, начитывали. Но главное, чтобы давалась эффективная работа, не просто там лишь бы что-нибудь. Следующее. На лавровый лист. 1 лист возьмите. Ну, такой маленький, чтобы помещался. 6 раз читайте. Лавр Дафна. Победителей на победу венчаешь. И мое дело венчай на удачу и на деньги в придачу. Истинно так. Опять же. Лавр Дафна, победителей на победу венчаешь, а мое дело венчай на удачу и на деньги в придачу. Истинно так. 6 раз сказали, засунули туда это. Все. Взяли в мешок, вот так прям связали и прочитали. 6 раз сверху мешка. Колдовской денежный мешок. При мне клиенты на мой товар ко мне. Я не торгаш-маргаш, я купец, молодец. Мой товар берите, меня хвалите. Мне деньги, вам товар.
чертенята, помогайте, весь товар мой распродайте. Да будет так, заклято. Опять читаю. Колдовской денежный мешок при мне, клиенты на мой товар ко мне. Я не торгаш-моргаш, я купец молодец, мой товар берите, меня хвалите, мне деньга, вам товар. Чертенята, помогайте, весь товар мой распродайте. Да будет так, заклято. Замечательно работает. Еще раз напоминаю, значит, вам мак, сахар, мешок красный и этот лавр, маленький листок. Неважно, какой цвет, не обязательно алтари готовить и так далее. Просто можете вот это все отдельно положить. Вначале читайте на мак, потом читайте на сахар, везде по 6 раз. Потом на лавровый лист. Все это высыпали туда, связали, потом читайте на мешок 6 раз. Теперь каждый день, не надо это вытаскивать или там отдельно читать, каждый день достаете этот мешок, опять снова сверху читайте. То же самое, что на Макса считали, начитали 6 раз, что на сахар, что на этот лавровый лист, а потом что на мешок. Точно так же по 6 раз, сколько там, раз, два, три, 4 заговора, по 6 раз прочитали, забрали это все. У вас каждый день будут клиенты на ваш товар. Попробуйте сделать, и это храните. Если ваш муж занимается, сын, дочь, неважно, еще раз говорю, если они не женаты и отдельно не живут, если это все приносится в ваш дом, это сработает. Вы им даже можете и не говорить, откуда это идет. Можете говорить, это не теряет силы. Но через некоторое время, когда уже там разрыхлится все, ну вот, например, там разломается вот этот лист, ну, уже почувствуете, что старый уже все, этот мешок просто выкидываете, просто, не без ничего. Выкинули, взяли новый мешок, по новой начитали. Спрашивает, откупы нужны? Откупы всегда нужны. Если вам духи, силы помогают, вы тоже что-нибудь хорошее делаете для людей. Ну, например, там, собак кормите на улице. Ну, например, отправьте там 1000 рублей на корм животным. Вот так откупайтесь. То есть делайте доброе дело. Вот вам приходит, и вы чего-нибудь сделаете кому-нибудь, понимаете? Подарите кому-нибудь что-нибудь и так далее. То есть сделайте доброе дело. Но не своим близким. Некоторые говорят, вот я маме там деньги отправляю, это считается. Нет, это не считается. Это ваша мать, это ваша кровь, вы ей помогаете. Это не откуп. Понимаете? Откуп, когда вы абсолютно незнакомому человеку помогаете. И мой вам совет, не этим нищим подавайте, потому что это все аферисты там стоят в основном. Дайте тем людям, которые в этом нуждаются. Вот есть там нуждающаяся семья, купите продукты, принесите. Или в конвертике положите 1000 рублей, напишите. Вам подарок от неизвестного человека. Там, пользуйтесь на здоровье, не бойтесь, просто подарок. И киньте почтовый ящик. Вот вы знаете, какая квартира, киньте им туда. Пенсионерам там принесите что-нибудь. Откупайтесь таким образом. Вот и все. И не переживайте постоянно по поводу откупа, а что будет, а что будет. Исходящая от вас энергия удачи, ну еще и ваши добрые дела, это и есть откуп силам за все, что вы делаете. Потому что силам принадлежит вся Вселенная. Они не нуждаются в ваших деньгах и еще в чем-либо. Они просто хотят, чтобы вы пополняли их эгрегор, их силу. Чем пополняли? Тем, что все время к ним обращаетесь, все время отдаете вот эту энергию удачи, то есть вот этот вот энергообмен происходит. Вы их усиливаете, и они взамен еще больше вам дают. Знаете, вот не зря сказано, богатые богатеют, бедные беднеют. Это от того, что человек, который богатеет, который к чему-то стремится, он отдает очень много энергии этим силам, а они взамен отдают еще больше удачи. А человек, который ни хрена не хочет никуда не стремиться, он еще беднее становится, понимаете? У него нету, а он все время плачет, ноет, всех обвиняет, всех ненавидит, еще беднее, еще хуже начинает жить. Невыгодно быть нытиком, я вам скажу. Это самая невыгодная вещь на земле — быть нытиком. Выгодно быть оптимистом даже в аду. Если человек хочет, он найдет выход. Если не хочет, то он будет всех обвинять, всех ненавидеть, всех презирать, всех проклинать, и в конце концов так и помрет, ничего не поняв в этом мире. Всем удачи, всех благ, а я пошла просто уже отключаюсь. Нет, я не отключаюсь, если честно. У меня энергия еще есть, но я чувствую, если я еще что-нибудь сниму, я просто тут это самое того кукукнусь.
Все, хватит. На сегодня подарка вам достаточно. Всем удачи, а я пошла в объятии Морфея. Всего хорошего. Да, если кто не знает, Морфей это бог сна. А то сейчас опять попридумают, мне любовников припишут каких-то, как всегда. Уже, мне уже 8 мужей приписали, еще какого-нибудь Морфея сейчас припишут. А, Морфей еще там кто-то какой-то есть. Да, он каждую ночь ко мне приходит. Я ухожу в его объятия. Хотя не ночью, конечно. К утру у нас начинается объятие. Но все равно. Короче, пошла я к своему Морфею Петровичу. Всем удачи!